Друзья, всем привет, с вами канал StableDiff. Я подготовил для вас портабельную сборку Ostrix UL Toolkit, с помощью которой мы сегодня обучим лору для самой популярной модели на сегодня, это Z-Image. Мы сегодня будем обучать лору на стиль, но таким же образом можно обучить лору и на лицо. По сути дела, разница там не особо большая. Я вам расскажу про параметры, которые здесь есть, расскажу про установку этой сборки и, некоторые, может быть, нюансы по ходу дела. И, наверное, нужно сказать еще, почему эта модель Z-Image на данный момент такая популярная. Она мало потребляет ресурсов, она быстро генерирует, она выдает качественные изображения, и также она еще и легко обучается. При обучении высокой скорости у нас получается чуть ли не как на SDXL, наверное, модели, малое потребление видеопамяти, меньше, чем на Flux 1, и качество обучения тоже очень классное. Эта модель здорово в себя впитывает информацию, ее легко обучать стилям, лицам. Сегодня мы этим как раз-таки и займемся. Смотрите, сборки будет две. Одна мини, вторая биг. Мини — это совсем маленькая сборка, она всего лишь на 72 мегабайта, она все устанавливает сама. В конечном итоге разницы никакой не будет между этими сборками. А вот большая сборка, она в себе содержит там и Torch, также предустановленный UI Toolkit, но тоже она не особо большая, 2,8 гигабайта. В ней просто все предустановлено. Зачем это нужно? Зачем я это сделал? Дело в том, что у многих есть проблемы со скачиванием, особенно с Hugging Face. Здесь все-таки некоторые модели будут скачиваться с Hugging Face, поэтому, чтобы не было проблем, да, чтобы все максимально было комфортно, я сделал две вот таких вот сборки. А минимальную сборку вы сможете скачать прямо под этим видео, там будет ссылка. А большую сборку плюс дополнительные инструкции, а вот этот вот датсет, который я сегодня тоже подготовил, просто чтобы вам потренироваться. Я все приложу на Boosty, там будет, как всегда, все подробно расписано. Давайте для начала распакуем маленькую сборку, просто посмотрим, что там внутри есть. Выбираем, например, SIMZIP архиватор, распаковать и нажимаем здесь ОК. У нас начинается распаковка, она практически моментальная. Давайте зайдем в эту папку. Здесь у нас есть несколько бат-файлов. Давайте я прям немножко познакомлю. UI Toolkit Install — это для установки UI Toolkit. Мы нажимаем по нему просто дважды, у нас запускается вот такое вот окошко, и мы дожидаемся, пока у нас скачаются все необходимые файлы, установится Torch там и так далее. Все необходимые зависимости тоже подгрузятся и установятся. Примерно вот таким вот образом выглядит установка. Смотрите, сразу вот сейчас скачивается Torch на 3,5 гигабайта. В большой версии это все уже скачано. То есть, если вы будете там периодически, там, скажем, экспериментировать со сборкой, распаковывать ее и там заново, да, восстанавливать, то вам, конечно же, будет комфортнее просто ее распаковать, там на 2,8 гигабайта архивчик с собой держать, распаковать и вот это все каждый раз не скачивать. Я, по крайней мере, для себя так всегда делал, когда это все настраиваю, там тестирую. А Torch здесь стоит 2.8 и Python 3.12, и также CUDA 12.8. Соответственно, эта сборка будет работать на всех картах, должна работать на всех картах, на 5000 серии в том числе должна работать. Итак, сборка у нас остановилась, в конце мы просто нажимаем любую кнопку, это окошко закрывается, и вот в таком вот виде как раз-таки будет уже big сборка, большая, то есть здесь уже сборка будет в развернутом виде, весит значительно больше, потому что установлен Torch и все остальное, и примерно где-то вот 8,8 гигабайт она займет у вас на диске. Итак, давайте теперь разберемся вот с этими вот файлами. Смотрите, файл run.bat — это запуск этой сборки UI Toolkit. Файл update, соответственно, для обновления этой сборки. Периодически обновления выходят, достаточно, кстати, часто даже выходит. Вот как вышла буквально Z-Image модель, через несколько дней появилась возможность обучать эту лору. Далее у нас есть папка System, здесь у нас находится Git, он портабельный, Node.js он тоже портабельный, и Python тоже портабельный. И также здесь у нас есть еще такая папка Editions. Здесь мы можем запустить еще два файла. Это About UI. Давайте его нажмем, посмотрим, что у нас здесь есть. Это информация о ваших зависимостях, о Python, вот версия Python, Torch, CUDA. Это просто для удобства все сделано. Также установлен ли у вас там Triton. Я приложил сюда также вот такой бат-файл для установки Triton, и он у вас установится. Но вот прирост скорости какого-то я не наблюдал с ним. Я его сюда предустанавливать изначально не стал, но если вам прям очень нужно, запустите его, и Triton вот этим бат-файлом просто установится. И также, если вы захотите поставить Triton, то загляните вот в эту вот папку. Здесь есть инструкция по установке Triton в Windows, и CL там также нужно будет поставить. И также все необходимые экзешники здесь тоже, в принципе, есть, все, что нужно поставить. Итак, давайте запустим Ostrix UI Toolkit. Смотрите, Ostrix — это автор вот этого веб-интерфейса, он его создал, ему огромное спасибо за него, а я лишь всего лишь сделал вот эту портабельную сборку, чтобы это было все удобно и комфортно устанавливалось. Запускаем эту сборку с помощью run.bat, дважды щелкаем, у нас открывается вот такое вот окошко, дожидаемся, пока все запустится.
Итак, после того, как у нас появились вот такие две записи, localhost и IP-адрес, мы можем щелкнуть Ctrl на клавиатуре и левой клавишей мыши вот на localhost. У нас откроется вкладка в вашем браузере по умолчанию, и здесь вы можете продолжить работать. Если вам не нравится в этом браузере работать, вы просто отсюда скопируете вот этот вот путь и откройте его где-нибудь там в любом другом браузере. Давайте теперь немножко познакомимся с Ostris UI Toolkit. Первое, это у нас дэшборд. Здесь просто можем посмотреть ресурсы нашего компьютера, что у нас, какие температуры, какое потребление памяти и какая загрузка процессора графического. А далее у нас есть New Job, это новая задача при обучении. Соответственно, здесь настраивается весь процесс обучения. Следующая вкладка – это Training Queue. Здесь у нас будет отображаться все задачи, которые мы будем ставить на обучение. Мы их вот здесь в Job создаем и туда загружаем. Потом их просто включаем, выключаем, и также можем к ним вернуться, их отредактировать, запустить их заново. В общем-то, или клонировать, кстати, можно на основе них как пресеты их использовать, делать там новое обучение. Но это я вам покажу. Следующая вкладка Dataset. Сюда мы загружаем датасет, который будем использовать. Давайте вот для примера я сегодня вот такой датасет составил. Это Серебрякова, художница. Я подготовил вот такие вот описания, давайте их открою. Здесь я описываю исключительно только объекты, которые есть на этом изображении. Смотрите, зачем вообще нужны вот эти описания, чтобы вы просто понимали. Мы описываем объекты, которые есть в сцене, чтобы подсказать модели, чему нужно учиться. Если вы вообще не сделаете никакого описания, так тоже можно, вы можете вообще не делать описания. В этом случае модель будет учиться всему, что есть на этом изображении. В принципе, это тоже подход нормальный. Вот это вот триггерное слово, да, в таких кавычках указывается, это специально для этого веб-интерфейса делается, если вам нужно триггерное слово. Если оно вам не нужно, то не указывайте его. Я вот эти описания сделал с помощью Qwen3VL, это в Config я делал, но потом как-нибудь, может, я вам покажу. Итак, нажимаем здесь New Dataset, я пишу здесь название художницы Серебрякова, нажимаю Create, создать датасет. Далее мы вот здесь вот выделяем все вот эти файлы, Ctrl-A на клавиатуре нажимаем, все выделить, и просто их перетаскиваем вот сюда вот и отпускаем их вот в этом вот синем окошечке. И смотрите, я их перетащил вместе с TXT файлами. Соответственно, у меня сразу подтянулись все вот эти вот описания к каждому изображению. Здесь я могу их редактировать, например, если я не хочу триггерное слово добавлять, то я могу просто взять и вот эти триггерные слова отсюда удалить. А если я отсюда их удаляю, прям когда я перехожу уже к новому изображению, к новому вот этому вот окошку, у меня это все сохраняется уже в датасете. Смотрите, вот этот датасет, который мы использовали, да, для загрузки, он никак не меняется. А датасет, который вот здесь вот, он находится внутри нашей сборки, в подпапке датасет, а в нем будут храниться все ваши датасеты, которые вы здесь наоформляли. Вы можете в любой момент дополнять этот датасет, можете удалять отсюда изображение, например, по корзине удалить, add images, соответственно, добавить сюда какие-то новые изображения. То есть это все очень удобно, комфортно. Если мне не нужны вот эти вот триггерные слова, их, наверное, можно отсюда просто удалить. Мы, например, делаем вот так вот, скажем, изображением. Конечно же, это неудобно, да, здесь. Ну, по крайней мере, здесь можно что-то подкорректировать очень быстренько, и это все моментально сохраняется в нашем датасете. Итак, все отсюда триггеры я удалил. Вы можете их оставить и триггерное слово включить. Если вы хотите триггерное слово применять для того, чтобы делать, скажем, комбинированный стиль, например, у вас основной персонаж такой рисованный, а фон фотореалистичный, то вам тогда нужно будет еще загрузить некоторые изображения, которые такой вариант стиля поддерживают, показывают. Давайте теперь перейдем в Settings. Здесь у нас отображается путь к папке, где у нас будут сохраняться наши лоры, и также будут сохраняться тестовые генерации, которые мы будем в процессе обучения модели тоже делать, чтобы смотреть и сравнивать, как модель обучается. И также вот здесь у нас показан путь к датасету. Вот здесь у нас будет храниться датасет. Если вы не согласны с этими путями, вы их можете переписать и, например, там ссылаться на какую-то другую папку вашей системы. И также есть у нас вот такое первое поле Hugging Face токен. Сюда вы можете ввести ваш токен, если вы будете обучать, например, Flux модель. А Flux модели, и также может быть некоторые еще другие модели, требуют лицензии. То есть, если вы хотите такую модель обучать, то вам нужно подтвердить лицензию. То есть, когда вы на Hugging Face заходили на официальную страницу Black Forest Labs, то наверняка вы там принимали условия соглашения. И когда вы его принимали под свой аккаунт, а ваш аккаунт должен быть связан токеном. То есть вы можете только своим токеном подтвердить, что вы это соглашение принимали. В общем-то, вот
такая штука. То есть, если вы такие модели не обучаете, в принципе, сюда можете токен не вводить. В данном случае Z-Image, она не требует никаких соглашений. Здесь не нужен никакой токен Hugging Face для того, чтобы эту модель обучать. Давайте теперь перейдем в New Job и создадим новую задачу для обучения модели. Я назову эту лору Серебрякова-Z-Image, чтобы не перепутать, что это именно лора для Z-Image модели. Здесь мы можем прописать триггерное слово. Также есть вот такой вот знак вопроса. Вы можете по нему нажать и прочитать информацию по этому полю. Также такие подсказки встречаются и в некоторых других полях, но их на самом деле не так много. Хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы понимать конкретнее, что вы меняете. Хотя здесь на самом деле настроек немного. И все необходимые настройки здесь реально есть, все очень удобно сделано, то есть максимально все это здесь функционально. Триггерное слово, в принципе, должно, наверное, выглядеть как-то так. Серебрякова стайл, вот так вот. И вот Серебрякова стайл тогда должно подставляться вместо той заготовки в квадратных скобочках триггер, который у нас есть в датасете, да, ну, был в датасете, я их просто удалил. Вот триггерное слово я, соответственно, сейчас добавлять не буду, но этот стиль в любом случае будет применяться, когда мы эту лору будем применять. Здесь вы можете выбрать, какой у вас будет графический процессор участвовать в обучении. Если у вас несколько графических процессоров, то обязательно не забудьте его выбрать. Следующий момент. Здесь мы выбираем тип нашей модели. Обратите внимание на обилие моделей, которые мы в принципе можем обучать с этим веб-интерфейсом. Нас сейчас в данном случае интересует только Z-Image. Также здесь доступен One, HiDream, Flux, Qwen Edit и так далее. Сегодня сконцентрируемся на Z-Image. Давайте его выберем. Смотрите, здесь у нас вот такие вот пути к файлам моделей написано. И вы их оставьте. Если вы их оставите, то у вас в папку Hugging Face, куда у вас скачиваются все модели Hugging Face, скачаются как раз-таки вот эти модели. Но если у вас есть проблемы, есть блокировки Hugging Face, то я вам на Boosty покажу еще небольшое дополнительное видео, как обойти, скажем, вот эти блокировки, скачать просто с другого ресурса и как сюда подгрузить эти модели. Далее здесь мы оставляем Low RAM. Если у вас очень много видеопамяти, то можете эту галочку снять, может быть немножко побыстрее будет обучение. Далее здесь у нас выбирается квантизация, при котором будет происходить обучение. Квантизация для Transformers, то есть для Diffusion Models и для текстового энкодера. У нас модели изначально, если вот здесь сейчас вы нажмете Start, то у вас скачаются модели большие, FP16. И вы можете, в принципе, как бы оставить вот так вот, да, если у вас мало видеопамяти, это будет правильным решением. Но если у вас много видеопамяти, например, там 24-32 гигабайта, то вы можете выбрать здесь просто None, не квантизировать. Текстовый энкодер вы можете квантизировать, можете не квантизировать. В принципе, какого-то особого сильного эффекта, скорее всего, от этого не будет. А вот от Transformers, от Diffusion модели, конечно же, будет, наверное, но небольшой, опять же. А потребление видеопамяти здорово скакнет. Смотрите, по поводу потребления видеопамяти. Если вы оставите Float 8 квантизацию, то у вас будет потребление памяти не более 16 гигабайт, по-моему, 15,5 вообще. Это даже без выгрузки текстового энкодера, но вы можете даже выгрузить еще текстовый энкодер, а он здесь достаточно большой, и у вас получится еще меньше потребления видеопамяти. Я думаю, что, скорее всего, не только на 16 гигабайтных видеокартах можно обучать модели Z-Image, но также на 12 гигабайтных. Если у вас такая видеокарта, напишите в комментариях под видео, получилось ли у вас запустить обучение и сколько по времени оно вообще занимает. Переходим дальше. Здесь у нас LoRa либо Locker. Смотрите, LoRa – это самый распространенный тип LoRa моделей. Locker – это, в общем-то, продвинутый LoRa тип, но он работает не везде, поэтому лучше поставьте LoRa, и эта модель будет более универсальной. Следующий важный параметр – это Liner Rank. Он отвечает за размер вашей нейросети, сколько она сможет вообще поглощать данных в себе. Вот смотрите, 32 Rank, эта модель будет весить около 168 мегабайт. Это достаточно небольшая модель, компактная, но для Z-Image это достаточно, чтобы вот на такой стиль обучить, и, возможно, даже это будет с небольшим запасом. Если вы будете обучать лицу и захотите прям мельчайшие детали, там кожа на лице получить, либо просто будете обучать текстуре, скажем, кожи, то есть каким-то мелким элементам. В общем-то, данных, возможно, может не хватить, тогда вам придется Rank расширить, чтобы эти данные смогли поместиться в эту LoRa модель. То есть это просто ее размер, в который можно накачать информацию. Но если эта LoRa будет просто полупустая, она просто будет весить много, а эффект будет такой же, как от маленькой LoRa. Но если будете обучать LoRa лицу и текстурам лица, то обратите внимание, что, возможно, может быть, придется поднять там до 64 или там, может быть, чуть поменьше, вот размер Liner Rank. Так, здесь у нас точность, в котором у нас будет происходить самообучение, а здесь
квантизация самой модели, да, то есть это немножко разное. Далее save every – это через сколько мы будем сохранять промежуточные лоры. Смотрите, промежуточные лоры надо обязательно сохранять, потому что это определенные засечки, вы где-то можете переобучить лору, либо она там может не совсем корректной быть на каких-то там шагах, и вы потом сможете их выбрать. Смотрите, вот, например, если мы будем обучать не 3000, там 5000 шагов, то у нас получится, если мы будем сохранять последние 4 лора, значение как раз таки указывает, сколько у нас последних лор сохраняется, а предыдущие там будут удаляться, то у нас, по сути дела, будет последние 1000 шагов, да, из 5000 1000 шагов, но это не так много. Можно здесь поставить 8, может быть, там 10, в принципе, вот, 8, мне кажется, это уже достаточно, это примерно 2000 последних шагов у вас будет записано в отдельных, как бы, таких вот срезах этой лоры, и вы сможете уже потом выбрать более подходящую лору, которая будет удовлетворять вашим предпочтениям. Переходим дальше. Здесь у нас есть batch size и gradient accumulation. Вот эти значения недаром стоят рядом. Batch size – это сколько мы изображений будем одновременно обучать. То есть у вас есть одно изображение, второе, может быть, третье, пятое, там шестое. И модель будет одновременно на все эти изображения смотреть, обучаться. И только после того, как она все эти изображения пройдет, эти данные запишутся в модель лора. Это определенный подход к обучению лора, то есть у вас данные записываются не просто с одного изображения, а с нескольких изображений, то есть это более гибкая модель получается. Но если вы поставите много batch size, у вас может не хватить видеопамяти, потому что все эти изображения обучаются одновременно. Видеопамять загружается, конечно же. И чтобы имитировать этот процесс, есть как раз таки gradient accumulation. Gradient accumulation может по очереди обучать эти изображения, но данные запишутся в модель только после того, как здесь пройдут обучение столько моделей, сколько вы покажете. Вот смотрите, например, если мы здесь поставим batch size 2, а здесь мы поставим, например, gradient accumulation 3, то это будет перемножение batch size на gradient accumulation, получится 6 изображений. Пройдут обучение, после чего только эти данные пройдут там, соответственно, все фильтры необходимые, и после этого только запишутся в модель. Я для нашего стиля сейчас поставлю везде единица, но вы можете поэкспериментировать с этими настройками, чтобы получить максимальную гибкость от модели. Следующий параметр – количество шагов. Смотрите, для обучения нужно где-то от 2000 до 5000 шагов. В принципе, вы в этот предел уложитесь, скорее всего. Возможно, будет где-то ближе к 2000, но это будет еще зависеть от настроек, которые вы здесь выберете дальше. И давайте мы поговорим об оптимайзере. Здесь, смотрите, всего лишь два оптимайзера. Вот это оптимайзер Adam W8-bit. Это точный оптимайзер, но он немножко побольше потребляет видеопамяти. Следующий оптимайзер – это Adafactor. Он потребляет немножко меньше видеопамяти, но он менее точный. Следующий параметр – это Learning Rate, это скорость обучения, то есть какими порциями информация будет записываться в модель. По умолчанию здесь стоит 3 нуля единица, это вполне есть достаточно. Можете поставить немножко поменьше, немножко побольше и под себя как-то это все подстроить. Далее у нас есть вот такие вот параметры, это Time Step Type и Time Step Bias. Они между собой тоже связаны. Time Step Type – это вид кривой обучения. Там есть несколько вариантов, 4, по-моему, это лайнер, то есть прямой вот такой вот вид обучения, вот такой вот зазубренный, вот такой вот пилой и взвешенный. Взвешенный чисто уже программно сам рассчитывается в зависимости от того, как проходит это обучение. А как эти вообще кривые можно понять, да, что здесь вообще такое изображено? Смотрите, по вертикали это bias, это смещение идет, смещение как бы модели, а по горизонтали это количество шагов обучения. Вот здесь у нас максимальный как бы шум, потом у нас шум начинает падать, то есть вот шум вот таким вот образом падает вниз. Здесь у нас high шум, то есть высокий шум. Здесь у нас низкий шум. Если вы с моделью WAN 2.2 знакомы, то там вообще две модели. Первая модель на высокий шум, вторая модель на низкий шум. Но здесь мы можем вот такими вот графиками тоже управлять, чтобы подстроиться, на каком шуме нам обучать это изображение. На каком этапе максимальный вклад, скажем, в эту лору внести, чтобы максимальный эффект получить. И у нас получается, что линейный – это везде одинаковое смещение получается, и равномерная информация в модель вносится на всех этапах, на всех шагах точнее. Второй этап – это сигмоид. Здесь у нас вносится равномерно, но есть скачок в переходном вот этом моменте в среднем шуме. Третий вариант Shift – это вот такое вот смещение. Оно происходит и на высоком шуме, и на низком шуме. То есть вот так вот играет у нас графика обучения. И последний тип обучения – это взвешенный. То есть у нас программа сама определяет, где какой эффект максимально можно получить и насколько можно вот это смещение приподнять.
Здесь я оставлю взвешенный вариант, мне кажется, он вполне нормально работает, но вы можете попробовать и различные другие варианты. А вот следующий параметр Time Step By, здесь мы можем вообще выбрать, на каком шуме мы будем конкретно обучаться. Вот Balanced — это у нас ровненько, то есть и высокий, и низкий шум. Если мы выберем здесь High Noise, то это будет только обучение на высоком шуме. Если Low Noise, то только на низком шуме. Давайте еще раз откроем график, посмотрим на него. Смотрите, если мы будем обучать только на высоком шуме, мы будем менять цвета, концепцию изображения, его стиль будем менять. Если мы будем обучаться только на низком шуме, мы будем менять только микротекстуру. Смотрите, если вам не нужно менять микротекстуру, то в этом случае мы можем не обучаться вообще на низком шуме. Что нам это позволит сделать? Вот обратите внимание на датасет, который я подготовил. Смотрите, датасет, он не особо качественный. Во-первых, и размер изображения здесь небольшой, тут не более мегапикселя все изображения. Я их не апскейлил, ничего с ними вообще не делал. Я могу здесь, конечно же, и низкий шум задействовать, но в этом случае я получу вот эту вот текстуру, скажем, такого некачественного изображения. А мне это не нужно. Я, наоборот, хочу получить качественное изображение, но этот стиль применить. В этом случае будет правильно обучаться на высоком шуме. Мы применяем цвета, стиль, как я говорил, но микротекстуру мы здесь не задействуем. Соответственно, у нас есть потом возможность сделать качественное изображение, чтобы модель как бы на этапе низкого шума уже туда не вмешивалась и просто дотянула нам качество генерации. И вот здесь я вам советую выбрать именно высокий шум. Давайте его и выберем. А далее здесь мы можем выгрузить вот так вот текстовый энкодер. Если вы выгружаете, то на каждой эпохе, здесь не выставляется эпоха, вы можете ее сами рассчитать из-за размера вашего датасета и количества шагов. То есть там одно поделите на другое, у вас получится количество эпох. То есть на каждой эпохе у вас будет выгружаться и загружаться текстовый энкодер. Это модель большая. Это будет занимать время. Если у вас видеопамяти хватает, то этого делать не нужно. Вы просто сделаете ваше обучение дольше. Но если у вас мало видеопамяти, то обязательно его выгружайте, потому что обучение будет значительно быстрее, и видеопамять забиваться не будет. Cache Text Embedded — это кэширование текстовых подсказок. Смотрите, если у вас очень большой датасет, там тысячи, может быть, десятки тысяч, есть смысл, наверное, кэшировать эти текстовые подсказки в память. Если у вас, как у меня, там штук 40, то они очень быстро закэшируются на каждой эпохе, то есть на каждом этапе. Но если хотите немножко сэкономить себе время, то можете включить эту галочку и закэшировать их просто один раз, и на каждой эпохе их туда-сюда не кэшировать, не выгружать. Следующий параметр относится к регуляционным изображениям. Мы их сейчас добавлять не будем, поэтому мы здесь ничего настраивать не будем. Следующий параметр Advanced. А здесь есть подсказка вот такая, которая максимально характеризует, что это такое. Включив вот эту вот опцию, мы можем выбрать вот такой вот тип обучения, когда у нас есть определенная цель, которую мы хотим достигнуть. Это там максимальная сходимость какая-то. И мы разбиваем расстояние до этой цели на 3. И у нас получается, что мы вот такими вот мелкими шагами будем идти к цели, но никогда к ней не дойдем до конца. Да? Можем очень сильно к ней приблизиться. А вот если мы выключим эту опцию, то есть по умолчанию, мы можем очень легко эту цель перешагнуть. Смотрите, если вы включаете эту опцию, то у вас, скорее всего, обучение будет подольше, но вероятность переобучить модель будет вообще минимальная. Если вы ее не включаете, то у вас, конечно же, обучение будет, наверное, побыстрее, но есть всегда вероятность переобучить модель. Но, тем не менее, мы всегда делаем засечки, вы можете включить эту опцию или выключить, я ее включу, мне, в принципе, понравилась эта идея. Далее мы выбираем датасет, а здесь мы можем добавить несколько датасетов. Если нажимаем Add Dataset, то выбираем там любой другой датасет, если вы, конечно, предварительно создали. Если не нужно, то закрываем. Здесь выбираем вот то, что мы создали здесь на вкладке Dataset Серебрякова. А вес лора указываем по умолчанию, это единица. Если поставите меньше, вам придется каждый раз тогда меньше там выставлять. Но, может быть, у вас, например, если нормальное состояние этой лоры, вы знаете 1.2, вы здесь можете поставить, например, 0.8. И в этом случае при единице, когда вы будете загружать, скажем, узел по умолчанию, там, да, либо Forge там выставлять по умолчанию, у вас будет всегда единица, и это будет соответствовать примерно весу 1.2. Короче, для удобства здесь все сделано. Вы можете сами, я думаю, сообразить, зачем эта опция. Смотрите, если вы не подготовили описание в датасете, там вообще никаких, вы здесь можете создать описание по умолчанию. То есть какое-то универсальное описание, которое будет применяться к каждому этому изображению, если это нужно. Возможно, в каких случаях такое нужно. Следующий параметр Caption Dropout Rate. Здесь вы можете поставить
процент генераций, в которых вообще не будет описания. Выбрасывание описаний из генераций. То есть у вас, например, идет генерация там на первой эпохе с описанием, а если вы поставите, например, здесь циферку, например, 0,2, да, что-то вот такое, ну или давайте 0,3, то в этом случае у вас получается 30% вашего датасета будет без описания, а 70% будет с описанием. То есть, разнообразить немножко описание к датасету это. Здесь эта величина задается от 0 до единицы. 0 это, соответственно, вообще ничего не выбрасывается, а единица это выбрасывается абсолютно все описания из вашего датасета. То есть, если вы здесь поставите единицы, это все равно, что без описания у вас будет датасет, хотя там описания будут. Следующее, кэш-латент, это кэширование ваших изображений, чтобы они не кэшировались, опять же, на каждой эпохе. Это, опять же, сохранит объем видеопамяти, как и вот этот вот параметр, но, наверное, незначительно, если у вас мало таких изображений. Если у вас большой датасет, например, там несколько тысяч изображений, может быть, сотен изображений, а видеопамяти у вас мало, то вы можете закэшировать все эти изображения, и на каждой эпохе они у вас заново кэшироваться не будут тратить время и, в принципе, не будут тратить видеопамять. И с regularization вы, соответственно, этой галочкой говорите, это регуляционное изображение, либо нет. Если включаете, соответственно, это у вас регуляционное изображение. Следующий параметр – это flip, отразить по горизонтали, по вертикали. Это искусственно расширяет ваш датасет. Следующий параметр – это разрешение. Здесь мы указываем именно разрешение, то есть 512 умноженное на 512, сколько там получится, 0,25 мегапикселей. Это у нас 768 на 768, это 1 мегапиксель, то есть 1024 умноженное на 1024. То есть это в мегапикселях здесь измеряется, само на себя число умножается. Это, по сути дела, фильтр, которым мы будем проверять, пригодно ли изображение из нашего датасета к обучению, либо нет. Если, например, изображение окажется слишком маленьким, например, 256 умноженное на 256, сколько там получится, то это изображение у нас в фильтр не попадает, оно отсеивается. Если изображение у нас слишком большое, то в этом случае у нас опять же это изображение отсеивается. А если изображение будет маленькие, то это будет некачественный датасет. Если будут большие, у вас просто может не хватить видеопамяти. То есть вот для этого нужны вот эти фильтры. Samples – это весь раздел, посвящен генерациям в процессе обучения. Смотрите, здесь у нас нет никаких графиков, по которым мы можем там оценить, насколько у нас модель правильно обучилась или нет. Здесь мы просто делаем генерации, и по этим генерациям уже смотрим, насколько модель правильно обучилась или нет. Здесь мы выставляем, на каком шаге у нас будет происходить вот эти вот все генерации. И логично привязать эти шаги к засечке лора. А если мы здесь сохраняем на 250 шагов каждую лору, то логичнее и делать генерации на этой же самой засечки, чтобы понимать, какая это лора есть. А далее у нас настройки сэмплера, flow match, подходит у нас, Gaussian scale единица, количество шагов генерации 8 и размер изображения 1024 на 1024. Это все у нас настройки для генерации изображения. А здесь мы указываем seed, какой у нас будет при каждой генерации. Можем отдельно вот здесь ниже эти генерации описать. Здесь мы вводим подсказку, который будет максимально раскрывать вашу лору. Можете оставить все по умолчанию, но можете какую-то вот свою подсказку, более правильную, чтобы эту лору раскрыть, написать. Здесь мы можем поставить различные размеры изображений. По умолчанию стоит default 1024 на 1024, берется вот отсюда, а seed берется отсюда, он у нас волк seed стоит, соответственно, наш seed играет немножко. Если вы будете делать несколько генераций с одним и тем же промптом, чтобы посмотреть, например, на вес модели, вы можете менять здесь вес модели. В этом случае эту галочку снимайте, либо здесь ставьте, например, seed конкретно уже там 42, вот так. В этом случае у вас будет генерация в точности такая же, но будет только один отличный параметр – это вес лора. Если мы опустимся здесь немножко ниже, мы можем добавить еще промпты для генерации, чтобы максимально раскрыть вашу лору. Я оставлю только 6 генераций, чтобы посмотреть на то, что у нас получается. А дело в том, что эти генерации тоже занимают время, но тем не менее, то есть либо вам потом запускать ConfUI, там, либо Forge, и на нем уже делать генерации, там уже тестировать каждую лору, либо здесь прям сразу же посмотреть на максимальном количестве генераций. Вот такие вот настройки я здесь оставляю, вот такие настройки у меня здесь выставлены. Теперь давайте нажмем Show Advanced, открыть расширенные настройки. Смотрите, здесь у нас те же самые настройки, но эти настройки у нас в таком текстовом виде. Зачем это нужно? Вы можете, например, эти настройки вот так вот скопировать, Ctrl-A, Ctrl-C, создать какой-нибудь текстовый файл, в нем сохранить эти настройки, и потом их сюда в любой момент подгрузить из вашей какой-то библиотеки пресетов.
При обучении у нас здесь в Queue будут сохраняться все наши генерации, все наши вот процессы обучения, но их, если будет много, скорее всего, вы там уже можете и запутаться, что-то потерять. Когда вы сохраните вот такой вот файлик у себя, вы его уже не потеряете, также вы сможете поделиться этим пресетом, ну, с другими пользователями. Ну и, соответственно, вы у других пользователей можете взять такой пресет, попросить у них, там, если у них что-то хорошо получилось, себе его вставить, соответственно, вставить эти настройки. Давайте вернемся обратно, у нас настройки сейчас не слетят, все есть в порядке, нажимаем Create Job, то есть создать новую задачу. И смотрите, на данный момент у нас пока еще обучение не началось, но задача уже создана, она уже есть, существует. Называется она вот таким вот образом, Серебрякова. Здесь у нас есть некоторые кнопки, мы можем удалить эту задачу, мы можем ее запустить на обучение, то есть запустить модель, обучаться, либо зайти вот сюда вот в редактирование и что-то здесь подредактировать. Потом нажимаем Update Job, соответственно, обновляем эти настройки. Если вы в данный момент перейдете, например, куда-то в датасет, либо еще куда-то, вы потом можете их не найти, да, то есть заходите в New Job, да, но здесь уже все новые настройки, а где ваши, да, вы их найти не можете. Соответственно, переходим в Training Queue, здесь все ваши настройки, только после того, как вы создали эту задачу. Пока вы ее не создали, эти настройки сохраняться не будут. Перейдете, все потеряете. Поэтому сохраняйте настройки перед выходом из вот этого вот режима настроек, то есть Create Job создавайте. Вы его потом лучше удалите, если он вам не нужен. Training Queue заходим, и вот это вот у нас очередь обучения. Просто по ней нажимаем, заходим в эти настройки. Теперь то же самое можем сделать, зайти на редактирование, что здесь поменять, либо запустить, либо удалить. Но также есть еще вот такая вот опция. Здесь можем клонировать эту задачу и перенастроить ее там как по-другому. Итак, давайте запустим процесс обучения. Нажимаем по вот этой вот кнопочке Play. У нас начинается подготовка. Сначала скачаются все необходимые модели, и только после этого начнется предварительная генерация. Сначала изображение без участия лора, и потом уже обучение лора. Итак, сейчас у нас генерируется сначала изображение без участия лора. 6 штук этих изображений будет. Здесь вот samples, если мы зайдем, сможем посмотреть все изображения. Они у нас так вот будут в столбик в такой вот таблице представлены, то есть поэтапно, то есть по 250 шагов у нас будет происходить генерация. Мы сможем сравнить, насколько у нас генерации отличаются, там какая из них лучше, какая хуже. Если нажмем здесь Configuration File, то здесь у нас файл со всеми настройками непосредственно прям под вот это конкретное обучение. Итак, обучение у нас началось. Скорость обучения у нас показывается вот здесь вот примерно от 1,2 где-то до 1,5 итераций в секунду. А обучение на 50-90 вот с такой скоростью происходит. Это очень быстро, намного быстрее, мне кажется, даже чем на Flux модели. Ну и по времени мы можем здесь тоже посмотреть. 3000 шагов нас обучится примерно за 40 минут. Где-то там от значения скачет, там 35-40, ну примерно, наверное, 40. Сейчас у нас генерация дойдет до 250 шага, произойдет засечка лора, то есть будет лора сохранена, она вот здесь у нас покажется. И также в samples мы сможем посмотреть генерации, которые будут произведены с учетом этой лоры. Вот как раз таки у нас сейчас сохраняется лора. А вот сейчас у нас начинаются генерации. 6 штук сейчас генерация у нас будет. Лору мы уже можем скачать вот здесь, там передать ее куда-то, там, либо загрузить куда-то. Ей уже, в принципе, можно пользоваться, ее можно отправить. А в samples мы можем уже посмотреть генерации с учетом вот этой нашей первой лоры. Но 250 шагов, конечно же, очень мало, чтобы что-то увидеть. Я сейчас открою другую задачу, которую уже ставил на обучение, в общем-то, на которой обучал непосредственно вот эту вот лору, которую на цвета я выложил. Вы можете перейти ее, скачать, попробовать, и также можете такую же лору, в принципе, вот с этими настройками сами создать. Вот эту генерацию я сейчас остановлю. И, кстати, сразу момент. Давайте остановим сейчас генерацию. Смотрите, нажимаем стоп, да, мы ее остановили. Но если мы сейчас заново эту генерацию запустим, мы ее будем начинать уже не с самого начала. Будет происходить продолжение обучения с последней засечки лора, то есть последнего сохранения. На самом деле вы сейчас можете обучать какую-то там другую лору, там чем другим заниматься, потом раз и продолжить это обучение. Это на самом деле очень удобно, если вы сохраняете вот такие промежуточные лоры. И сразу же еще один момент, если вы, например, вот ваша консоль, прямо ее берете вот так вот закрываете, то вот с файлами, которые у вас вот в этой папке находятся, да, вы, наверное, ничего не сделаете. Здесь у вас запущено отсюда из систем вот этот вот Node.js. Чтобы его отключить, вы нажимаете на клавиатуре Ctrl-Shift-Escape, открываете здесь диспетчер задач и находите Node.js. Вы их отключаете, и одну, и вторую. И вот теперь вы уже можете удалить, например, вот эту папку, либо там код переместить в другое место, поменять ее локацию. То есть у вас она не будет заблокирована.
Смотрите, в своем рабочем веб-интерфейсе, которым я обучал непосредственно эту лору, вот все мои лоры, которые я здесь обучал, именно в этом веб-интерфейсе, я могу перейти в Training Queue, нажать вот сюда вот, открываю все эти настройки, могу там удалить, еще что-то поменять, могу открыть Samples и посмотреть вот эти все сэмплы, которые я тоже сохранял. И как раз я вам хотел показать, как эта лора обучалась. Смотрите, это без лора. Дальше у нас 250 шагов, там 500 шагов и так далее. Вы можете посмотреть вот процесс этого обучения. То есть он происходит вот таким вот образом. Давайте по примеру вот этого изображения. То есть изначально все вот так вот генерируется без этой лоры. Потом 250 шагов так, потом 500 шагов. А здесь у нас 750, 1000, ну и вот так далее. Давайте я просто их буду открывать. То есть вот таким вот образом наша лора обучается от шага к шагу. От засечки к засечке, правильно сказать. И вот последний вариант выглядит вот так вот. А вот такой вариант, видите. Ну, в общем-то, стилю она, в принципе, обучилась, и стиль очень похож на то, что изначально у нас здесь было. Начальный стиль примерно вот таким вот образом выглядел. В итоге мы какой-то вот такой вот вариант получили. Похоже, может быть, профессионал скажет, да, вот не совсем стиль такой, но на любительский взгляд, в принципе, достаточно похоже это все. Друзья, вот такое вот обучение лора для модели Z-Image. Быстро обучается, мало потребляет видеопамяти по сравнению с современными другими моделями, мало. И также обучение, качество обучения достаточно классное. То есть модель очень здорово в себя впитывает информацию. А крутая модель, действительно, вот что сказать, то есть она действительно здорово впитывает в себя все эти данные и позволяет ее очень здорово переобучать. Портабельную сборку для этого веб-интерфейса максимально комфортную для вас старался сделать, чтобы у большинства из вас она заработала без каких-то проблем. Также постарался, чтобы у вас были возможности по обновлению этого веб-интерфейса, добавил бат для обновления и добавил еще возможность установки Triton, если вы захотите поэкспериментировать, и информацию о зависимостях и также торче и Python, который у вас есть в системе. На этом вам удачной генерации, хорошего настроения, хорошего обучения модели. Всем пока.